Всем добрый день. Находимся мы на одной из пасек, которой 700 семей. 600 и плюс 100 отводков. Вот такая у них линия по откачке. Она не очень новая, может не очень старая, 2012 года, на 60 рамок. Работает, показали, как работает. Хозяева стоят. Мед делают. Это мед, крем-мед они делают. Ну, он не такой крем-мед получается, как у нас, а жидкий, потому что не садится мед. Я сейчас вам покажу. А это вот здесь идет распечатка. Это хозяева. Идет распечатка рамок. Видите? Вот такой электроножик. Может кому-то интересно. Так, по рамке раз, распечатать. И стоит прямо на центрофуге по откачке, по осушке забруса. Обрезается прямо сюда. Отсюда выходит на отстойники мед, а воск в другое место. Yes. Ага. Мед показывает вот сюда, выходит из медогонки и со всего. Вот так вверх. И тут подвозится емкость, куда сливаются то ли бочки, то ли это. Все автоматически. Видите, вот такой насос. Здесь поболее такой. Но мы насос не включали. Вот такая лента. Ну, не буду, мы только ее включали, посмотрели. Может, кому интересно. Все легко и просто. Сейчас я вам покажу забрусный мед. Не забрусный, а мед, который получают, они говорят, крем-мед. Вот здесь, видите, стоят две емкости. Тут температура помещения 18 градусов. Крем-мед вот такой. Видите, он уже готовый к разливу, но он жидкий. Сбивают его. Ну, смотрите, какой он. Говорят, крем-мед, но он и правда и рассказывает, что в Онтарио, когда был, почки такие же, что там канола, рапс, там быстрее. Ну, такую емкость, видите, сюда заливают, делают там крем-мед, автоматически сбивает. Вот так. Такие у них для нуклеусов, то ли 6, то ли 5 рамочные. А магазины вот такие. Это не магазины, это кормушки. Видите, какие кормушки. Ладно, будем дальше идти, я буду вам снимать. Вот эта комната теплая, видите. Много кормушек. Они сейчас все убирают в этой комнате. И на зиму сюда пчел, на зимовку. Вот это кормушки такие, видите. Разных образцов. Есть пластиковые. Вот, видите. Это вот объясняет хозяин, как моет они он этим аппаратом под давлением. Да. Помыли и сложили. Воск, красота. И эти сеточки сверху ставятся. А это вот, видите, на шестирамочке. Доця, это кормушки на шестирамочнике, да? Нуклеусы.
Ну, я сказал. My dad made a technology for beehive. Вот видите, у них нуклеусы все шестирамочные, такие кормушки. Глубокие, ё-моё. Я в жизни сколько на всю пасеку не дал. But we lost many bees. Рассказывает хозяин, что впервые в этом году закупили сироп, и он оказался кисловатый, боятся за зимовку. А сколько дочь уходило у них на закормку на одну семью литров? Put liters for one family. Around 15 or 15. they are in one, mostly in one box, not two, but one box. Один в одном боксе. Ну, Some of the shovel, I can show you later, but some of the shovel may have two boxes. But Окей. Он Yes. позже может показать. есть. Зимуют они на одном корпусе, Had like a sour syrup. 230-м. that's Сейчас maybe посмотрим. we send some. Вот видите. Еще в одно помещение пойдем, где хранятся сушь, хранится. Забрус хранится здесь. Видите, сколько воска Oh, it's cold here. в бочках, все. That is very full. We have been washing feeders, bringing them here. We want to stack them up higher yet, but Видите, right now какое it's so full. помещение. Помещение холодное в зимнее время. Везде сушь, уже откачанная. Тоже пользуется все пластиковой вощиной. Сейчас рамка. Ну да, рамка 230-я. So this is the same from my dad. Okay. Yeah. Ну скажи, что в Украине только 300-й работали и 145-й. Это они больше, да? Да. So in Ukraine they use bigger. Вот такое помещение подсобное. Сейчас оно все собрано. Тут на трак цепляется. Видите, погрузчик. Здесь стоит. Пользуются нуклеусами шестирамочными. Заносят их в помещение, а такие семьи зимуют на улице. Ну, это вот пила торцовая. Хозяин показывает, как он, видите, такой кран грузит, выгружает мед. Вот видите. Вот так. Когда привозят на этом траке, трак мощный. Ох. И сколько семей за раз он берет? How many beehives? Вот так демонстрирует хозяин. Пасека приличная, 600 How many beehives Plus. in there? We've had 108. 108. I mean, they're 108 this семей. high or not tall. Yes. Вот такие вот. Не сильно высокие. Ну, на один корпус. Это дно сетка, видите? This is underneath. The bottom board, yeah. Дно сетка не полностью вытягивается. Вот видите, чтобы когда обрабатываешь или зимою, весной закрыл и все. Вот такие днища. Do you use it in every beehive? Смотрите, вот пластик вставляется. We take these out in the summer, so they have more. Yes, Они вот это летом убирают. yes. We take them out in the summer and then we put them in again in the fall. А зимой ставят, весной. Нет, осенью ставят обратно. Ну, в зиму, да.
Ну так, немножко мы вам покажем. So you in the past you make the heights by yourself. You're inside by yourself. Такие, видишь, Yeah. Да, они сами вставляют. они пользуются полностью желтой или другие пользуются черной. Just yellow one, and you also use the black one. I don't like the. We have used black. There is some black, but we don't like Сейчас я the black. спрошу. More this. Они использовали, но сейчас им не нравится черный, поэтому они больше желтый используют. А спроси еще, не напыляют воском? Do you put wax before put it on? But we buy. Like We have done. We don't have done some, but we buy it with a little layer. like you go with the wax like that. We have. So it's have the small. We do some, Not usually though. but mostly it's like this. Иногда, I mean, но there's на supposed to be a большее little время нет. little layer on there, but it's not much. Чуть-чуть есть, но немного. Но они больше не делают, а раньше делали. Видите, раньше напыляли воском, а сейчас нет. Ну, кормушек, чего-чего, а кормушек валом. Cut out a stencil. Все на кормушках. А вот это все шестирамочные, видите. Ну, они их используют здесь как нуклеусы. Ну, у них очень много нуклеусов. Помещения добротные, Buy stencil stuff in the store that you cut off. магазины, это корпуса. Ну, все, кран-балка или трактора, у них все поднимается. Как и везде. Они для ножей берут в магазине такую бумагу специальную, вырезают ножиком вот этим вот таким вот, и потом прислоняют и баллончиком. Ну, ясно. In summer, Это бочковоз для бочки. we like to open the door, drive in, and the truck goes to the door. Then the crane can reach the whole trailer. Ну да, But now показывают, it's что so full. сквозняком. Да, Выезжает и заезжает. Одни ворота здесь, видите, одни там. И заехал и выехал. Выгрузил, загрузил. Like the burner. Yeah. Oh, yeah. I'll show you. Ну, такую сетку используют. I should show them the barrel they have there. Yeah, yeah. Let's show you something before we leave out here.